Добрый день, с вами ведьма Аграфена, мой канал магии и колдовства. Я занимаюсь всеми видами магии. Это и защиты, и чистки вас, вашего бизнеса, вашей семьи. Также это магия наказания, рассор, брать человека, принуды человека к важному для вас решению. Также это магия денег, любви, возвраты любимых людей, решение ваших вопросов, откуп от дурной судьбы, от смерти, вызов дьявола, договор с дьяволом. Ну, все, что может решить вашу проблему. Вы также можете найти меня в Инстаграм, в ТикТоке и в Телеграме канале. Я публикую скрытые, закрытые материалы, которые не проходят цензуру на других соцсетях. Итак, сегодня у меня гадание на неделю по знакам зодиака. С 27 декабря по 2 января, это уже Новый год. Помним, что мы каждое утро просыпаемся, потому что у нас будет солнце. Этот ритм действует на каждого человека. Также существуют более тонкие влияния на наши эмоции, здоровье, нашу деловую активность, внешние события от высших сил. Это планеты, кометы, их очень много. И они зависят также от нашего знака, да, когда мы родились. Там есть и луна, и вспышки на солнце, и все-все-все. Итак, вторая половина знаков зодиака. Что приходит, что несут высшие силы в жизнь каждого из знаков. Мы все можем быть разные. И возраст, и пол, и там кто-то учится, кто-то работает. Ну, поэтому карта отыгрывается с нюансами. У нас девы, весы, скорпионы, стрельцы, козероги и львы, водолеи. Начинаем с девы. С чем ходит она в эту неделю? Что ей шлют высшие силы. А там уже дальше, что мы с этим всем делаем. Высшие силы шлют людей, которые от вас много чего-то хотят. Вам придется спорить, доказывать свою правоту, отбиваться от них. Может, это какие-то кавалеры, кто-то что-то. Так, метушня. Так, по работе. Справедливость. Ну, это могут быть какие-то правления мозгов. Также это, ну, справедливость на вашей стороне. Справедливость торжествует. Правильно. Также еще это может быть взвешенное какое-то решение, которое вы примете, пойдет нам на пользу, потому что это старший аркан. Вы долго думали, но вот вы быстро запрягаете и быстро едете. Справедливость, решения, которые вы хорошо обдумали, продумали. Также это оформление на работу, официальное оформление, какое-то оформление документов, может какой-то договор в том числе. Для вашего социума маг. Карта мага. Ну, дева может быть и сама этим магом. Неважно, мужчина вы или женщина. Все под контролем. Вы управляете этими людьми. Вы в центре внимания. Вы маг, вы номер один. Идеальная карта для того, чтобы порешать любой свой вопрос в социуме, начиная от судов, заканчивая там, получением документов, блеснуть на каком-то приеме, показать свою, может быть, светский какой-то раут посетить. Идеальная карта. Вы там будете номер один. Маг. Шикарная карта. Здоровье. Отличное состояние здоровья. Если вы перед этим болели, прошли какую-то операцию, полное выздоровление, наслаждение, и эмоциональное, и физическое выздоровление. Так, вы довольны с собой, своим телом, своим состоянием. Также лечение, которое дает прекрасные результаты. Ваша... Ну слушайте, ну все. Поперла деве. Личная жизнь, императрица. Ну, дева на вершине своих возможностей. То есть на этой неделе у девы скопились такие карты. Говорится, и здоровье, и вы блистаете, вы прекрасны. Императрица. Начало новых отношений для одиноких, в которых вы управляете, в которых вы полностью довольны будете, вы в центре внимания, вы императрица. Это
ваш расцвет вашей любовной, любовная карта шикарна, то есть особенно для начала отношений, для тех, кто в браке, это может быть и известие о беременности, и какая-то полное удовлетворение, может быть, каких-то ваших просьб. То есть вы за вами будут ухаживать красиво, вы будете получать подарки, вы получите все, что хотите в этих партнерских отношениях. Вы императрица. Так, и конец недели. Вестник мечей, тревожные вести. Дева один из знаков такой достаточно мнительных, которые тревожатся все время за что-то. Ну, что вам тревожится? Что вам тревожится? Дева скорее знак, который не очень любит людей, которые что-то хотят от нее. Ну, вот я связываю это с пятеркой жезлов. Ну, будут они вас доставать. Но будете вы их так подкалывать. Вот такая вот карта. В целом такая роскошная прям. Весы. Так, у весу верховная жрица. Попрут тайны какие-то на поверхность. Если это ваше, может быть ваша какая-то тайная связь, тайное занятие магией. Все это может всплыть. Подумайте, нужно ли вам это. То есть я вас предупредила, а дальше... Ну, если вы по работе, колесница, движуха, тут вам могут внезапно предложить работу, послать вас в какую-то командировку, присоединиться какой-то активный партнер. Очень активная, интересная карта по работе. Социум. Тут кубка. Ну, тут скорее отход от какого-либо общества. Почему-то вы не желаете с ними общаться. Карта, скорее всего, что я сыт всеми, хочу отдохнуть от всех у весов. Весов такой сегодня, на этой неделе, вернее, откат. Состояние здоровья отличное, хорошее. Кстати, можете участвовать в соревнованиях, можете активно принимать какие-то физиопроцедуры, какие-то массажи, там разного рода вмешательства. Они вам пойдут на пользу, причем принесут быструю пользу. Если вы перед этим чем-то болели, чувствовали себя как нехорошо, это быстрое выздоровление. Вау, в личной жизни. В личной жизни подарок. Предложение какое-то серьезное очень предложение, основано на какой-то материальной базе. Прям для семейных весов это жить, какое-то серьезное поступление денежное в вашу семью. Это может быть какой-то и подарок, и оформление какой-то крупной собственности. Прям прибыль. И шут. Ну вот, прям чудеса какие-то. Ну что, резвиться будет весы. У весов все отлично, все хорошо. Главное, не хочется, в смысле, какими-то там друзьями, особенно родственниками, социум. Не хотите, не общайтесь. Веселье, какое-то, может быть, необычное приключение вам под конец недели. Необычное знакомство. Развлечение. Вот что это может шут означать. Дальше идем. Кто? Наши скорпионы. Так, скорпионы, траты денег не планировали, придется тратить. Причем вы не собирались как раз зарабатывать, вам придется вынимать эти деньги. Ну, Новый год все-таки. Так, дальше работа. Так, на работе как бы и деньги, но в общем, скорпион, все на деньгах. Все вокруг денег крутится, мало. Хорошо, но мало, ребята. Также, если вы соискатель, прям вам предлагают работу, но что-то так, это не денежки. О, дьявол. В вашем окружении может оказаться человек нечистоплотный. Так вот, будьте осторожны, внимательны, особенно если вы подписываете какие-то важные документы, сделки, там кроется какой-то обман. В целом, если не собираетесь, у вас нету таких, не намечено таких дел,
Скорее это какая-то вовлечение вас в какую-то пьянку-гулянку, какой-то поход на сторону, вот так вот. Куда-то Скорпиона занесет. О, папа. Так, по здоровью Скорпиона. Ну что, состояние здоровья может резко измениться, причем неожиданно. Помните, что такое? Ну, к счастью, у нас туз мечей это больно, но быстро. Это может быть какая-то налететь и температура, и простуда. Если у вас есть какие-то старые болезни, типа сердце, какие-то приступы, может наступить этот приступ. Ну вот, что-то Скорпиону не повезло так. Ну, эта карта предупреждает, да, что подготовьтесь, если у вас есть какие-то там болезни, хроника, они показывают себя как приступы, подготовьтесь к ним. Что вы там делаете обычно? Туз жезлов. Личная жизнь. Ну, для одиноких никакой активности. Скорее, Скорпиону нет до личной жизни, никак не пытается ее продвигать, и обстоятельства не способствуют. Если у вас семейная жизнь уже, то это скорее много дел скопилось у вас семейных, и вам Скорпион устал в этих заработках, в этих еще каких-то, может быть, физических вопросах. Скорпиону просто не хочется делать эти домашние дела, разгребать эти семейные вопросы, просто ничего не делать хочется. Ну так вот, что-то по-разному бывает. Двойка, двойка жезлов. Философствовать. Все, что остается Скорпионом на этой такой вот неделе, да, философствовать. Ну, вот сколько денег, столько денег, что-то там приболел. Главное, берегите здоровье. Тут Скорпионом такое. Ни за что не парьтесь, здоровье главное. Стрельцы. Восьмерка кубков. У стрельцов идет какое-то забвение, отдаление с людьми, с которыми вы общались. Может, это просто какие-то воспоминания. Ну, эмоционально это между вами уже холод, расстояние. Ну, вот так. Ладно. Новое начинание на работе, новый подход или новые условия работы. Новая работа, вступление в новое предложение по работе, если вы ищете. Социум. Восьмерка мечей. Ну, тут такой жесткий разговор. Вам придется пойти на него. Уже вас принуждают к тому, чтобы занять эту позицию очень жесткую. Ну так, без конфликтов не получается. Но придется вам так хорошенько кого-то отчехвостить. Друзья, знакомые, соседи. По состоянию здоровья облегчение. Если вас что-то тревожило, произойдет облегчение. Также эта карта похудения, улучшение состояния, связано там с позвоночником, особенно если у вас болезнь связана с поднятием тяжести. Позвоночник, грыжи, облегчение. Ну, если нет, так просто хорошее, легкое состояние здоровья. Десятка мечей. Что в личной жизни? Вот эта карта. Так, в личной жизни ничего. То есть некое событие, оно давно назревало, но вы его как бы восприняли как говорится, конец. То есть серьезный кризис. Также вы его никак не сможете не решить, не даже браться за него не будете, не хотите. Ну вот так. С чем это закончится? Неделя, justice, несправедливость. Ну, несправедливость это скорее ваше внутреннее состояние, что как-то не так что-то с вами происходит, что вы не согласны с тем, что вокруг вас. Также где-то
Несправедливость, самоедство, так еще скажем, ваше внутреннее состояние, решение какое-то приняли под влиянием каких-то чрезмерных эмоций, может быть, не то, что жалеете, а ругаете себя. Ну, это плюньте на это дело. Идем дальше, да. Решаем. Что-то не то сделал, ну и ладно. Стрельцы. Козероги. Деньги. Что нужно знать о козерогах? Не всегда есть деньги. Деньги, накопления, безнал, отчет, подсчет, все схвачено, за все заплачено, билеты, конфеты, QR-коды, что там, все у Козерога есть. Активность на работе, новые начинания, новые идеи, оплаты, то есть все, как говорится, Козерог в работе, делает деньги, радуется жизни. Ваше окружение, двойка жезлов. Ну, вы ведете такие отстраненные беседы, скорее, никаких решений не принимаете, переговоры. Люди, с которыми у вас такие отпараллеленные отношения, отпараллеленные беседы ни о чем. Не принимайте серьезных решений по двойке жезлов. Карта говорит, что надо хорошо подумать, потому что, скорее всего, что есть еще какой-то вариант для решения этого всего. Новое начинание. Ну, тут, кстати, вас порадует на этот Новый год ваше пищеварение. Вы почувствуете, что что-то как старая какая-то болезнь, особенно если это кровообращение, пищеварение, она уже вас не беспокоит. Обновление организма, прилив сил. В любовной жизни такая вот веселая история. Также приключения. Для мужчин это женщина, для женщин это такая подруга, веселые такие беседы с близкой подругой в семейной жизни. Это такая теплая очень обстановка, разговоры по душам. Все у вас прекрасно. Все у вас замечательно. Вы довольны жизнью, вокруг у вас есть близкий человек. Конец недели маг также. Маг, он больше похож на самого такие Козерога, который что-то замышляет новое, полон сил и всяких задумок, как управлять Вселенной. Это про Козерогов. Еще, кстати, карта говорит о том, что потенциал очень большой у вас, творческие, если какие-то творческие люди, у вас какие-то новые идеи по поводу, как провести вашу жизнь более интересной. Ну, в общем-то, Козерог тут на коне прям. Водолей. Так, водолей в болтовне, в сплетнях, в разговорах плюется информация об окружающих. Вылезет наружу много интересных деталей. Так, что там наше? По работе мир. Ну, кстати, тут возможен переход на работу. Контакты с другими странами. Расширение бизнеса, в смысле еще одно направление. Причем это направление может быть связано опять с другими странами. Хорошая карта расширения. Особенно кто работает на себя. Так, социум, шестерка пентаклей. Окружающие вас люди только отнимают ваше время, выбивают вас из колеи. Возможно, какие-то непредвиденные траты, связанные с вот этим вот окружением. Состояние здоровья. Вы слишком эксплуатируете себя. Возможно, вас принуждает к этому кто-то. Начальство, обстановка. Вам приходится делать усилия. Слишком давить на свое, выдавливать из своего организма последнее. Водолей, не переусердствуйте. Что император такая карта. Может и давление подняться, и слабость. По состоянию в личной жизни вестник жезлов. Легкое, веселое любовное приключение. Молодой человек. Мужчина моложе вас.
флирт, горячий интерес со стороны какого-то вестника жезлов. Просто внимание мужское. Для личных отношений, для семейных отношений, которые уже есть, усиление такого эротического потенциала. О, интересно. Верховный жрец. Тут у водолеев что-то в личной жизни такое прям наклевывается. Предложение замуж, предложение расписаться, встреча с верховным жрецом. Кстати, для одиноких может быть двача, потому что это может быть как внимание окружающих мужчин, и ни одного, кстати, вестники. А это какой-то уже прям такой верховный жрец. Это уже серьезный мужик. Вот так. Так что водолеям светит брак. Светит предложение. Если у вас уже есть отношения. Кстати, одиноким тоже вот знакомство прям таким верховным, очень сильно верховным жрецом. Интересная неделя получилась. С вами была ведьма Аграфена. Все мои контакты для обращения за платными услугами под этим видео. Все обращения ко мне в письменном виде. WhatsApp, Viber, Telegram. Также есть Instagram, Facebook, ВКонтакте, но там я бываю меньше. До свидания.